Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, неделя с 19 по 25 июня. Давайте узнаем, что думают карты для вашего знака. Узнаем подсказки, будем реалистами, безусловно. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Почему-то у нас с вами четверка кубков выпадает, карта апатия. Или есть, значит, что-то, что не вдохновляет, мои дорогие. И тут самое главное не застрять вот в этом состоянии души. Может быть, не глобально так, но и кому-то важно услышать. И если есть какая-то такая грусть, тоска по какому-то вопросу, что-то не получилось или пошло не таким образом, как мы предполагали. Мелкая карта нам говорит, главное вот именно не застрять в каких-то эмоциях со знаком минус. И значит, быть оптимистом. Это очень вам свойственно, мои дорогие близнецы. В жизни бывают разные ситуации, когда действительно что-то не получилось, может быть, или мы уже все распланировали, а тут тебе бац, и все идет по каким-то своим сценариям, и нас это ставит в тупик порой. Это да. И я надеюсь, как раз образы карт и те символы метафорические, которые они нам хотят что-то подсказать, любой из вас сможет на свою ситуацию переложить и для себя что-то важное услышать, увидеть, проанализировать, может быть, как подсказку. И первая карта у нас будет называться «Что важно знать?». А чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время, по мнению карт? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Что по финансам? И что у нас в личной жизни? Давайте будем смотреть, что важно знать для близнецов. И карта королева жезлов. Это может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец. Или человек, который имеет асцендент. Но это проходят достаточно яркие, такие выразительные персоны, люди. Может быть, это ваш партнер. Или есть какой-то проект общий, может быть, партнер по бизнесу. Или на вашей службе, работе есть такой тоже человек. Может быть, друг. Королева жезлов – это всегда человек, который наделен магнетизмом и с которым хочется дружить. Значит, вот в вашей судьбе может появиться такой человек, вполне вероятно, может быть и новое знакомство. Нам не говорят по одной карте, что это какая-то любовь, но по-разному, то есть в любой сфере жизни может проиграться. Но надо сказать, что отличает королеву жезлов, она очень удачлива в решении вопросов дела, работы, бизнес, раз, и деньги, кстати. И поэтому она знает, куда вложить, куда не нужно вкладывать деньги, где себя поберечь. И еще одно очень хорошее свойство, которое для всех нас полезно, она умеет хранить секреты, тайны, как и свои, так и чужие. И она никогда не будет разглашать то, что она собирается делать. Для кого-то из вас, что важно знать, вот эта энергетика карты, которую я описала, будет вас касаться. Вы можете быть в центре внимания. С вами, мои дорогие близнецы, тоже захочется дружить, и будет много общения. Но тогда мы храним и свои секреты, и чужие тайны. У кого-то и так. Чего не избежать? Семерка мечей. У кого-то и взаимодействие, правда. Много людей, может быть. Семерка мечей называют картой вора, но нигде это не прописано. И тем не менее от нас какая-то гибкость, хитрость, изворотливость как будто потребуется. И если в позиции чего не избежать, люди могут нами пытаться манипулировать. Или конкретный имущественный интерес по этой карте может быть. И у кого-то, может быть, и в суде какие-то прения, разбирательства, когда мы должны забрать свое. Буквально карта нам об этом говорит. Так и быть, наверное, наготове, чтобы у нас что-то не увели из-под носа. И придется нам и манипулировать, и быть прозорливым и внимательным, и допускать, что люди себя могут вести по-разному. То есть буквально говорим одно, а делаем другое. Вот немножко так настороже, наверное, мы не избежим, как и в отношении нас, какого-то поведения, так и самим тоже не надеяться на какую-то особенную искренность или на то, что нам обещают люди. У кого-то и так может проиграться.
Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время. Не время много работать, десятка жезлов. Не время, может быть, вы думали или предполагали, что какой-то вопрос должен решиться на этой неделе. Не случайно у нас там четверка кубков перевернулась, и мы говорим апатия. И здесь думали, что уже дело как будто, ну все, мы все решили, вопрос закрыли, у нас уже как бы какая-то веха пройдена, а нет, как будто последний какой-то аккорд, может быть, еще не поставлен, или вы будете это делать на этой неделе. Но чему сейчас не время? Не время много работать еще. Не время буквально на себя взваливать какие-то обязательства. Может быть, вам будет много предложений сыпаться. И значит, во все стороны мы как будто не успеем, нам говорит карта. Мы себя словно обесточим, потратим куда-то силы. Или, хоть это и жезлы, может быть, и финансами тоже куда-то вложимся. То есть, может быть, каких-то много дел или вопросов, которые, может, поначалу нам захотеться участвовать с учетом королевы жезлов все-таки у нас есть, ну, такой посыл, знаете, как энергетический, когда хочется чем-то заниматься, может быть, хочется общаться с человеком, может быть, конкретный человек вам предложит какие-то варианты, и мы захотим продолжения общения с человеком и включимся незаметно для самих себя в решение каких-то вопросов, которые лично для нас не имеют никакого смысла, никакой перспективы, то есть выполнять будем чью-то работу, у кого-то так может быть. Ну и чему сейчас не время, как итогу я сказала, так и буквально уделить внимание режиму труда и отдыха. А что нам будет помогать? Совершенно противоположная карта королеве жезлов. Это у нас верховная жрица. Да, это карта тайн. Это те тайны, которые мы должны разгадать. Это где-то мы должны прислушаться к интуиции, к нашему опыту и никуда не торопиться. Не впрягаться буквально в работу, это правда по этой карте. Все же у нас верховная жрица присела и думает. Книга, изучение. Хотя вполне вероятно, вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда тайное станет явным. Вы узнаете что-то, что было от вас, может быть, за 7 печатями скрыто. А теперь это на поверхность всплывет. Или о человеке вы какую-то информацию узнаете. Но что нам помогает конкретно? Независимость, мои дорогие. Поэтому как независимость от людей, ну где-то от денег, от финансовой какая-то независимость у нас должна быть. И мы немножко сами по себе. И наши планы, безусловно, мы должны сохранять в секрете. Вот уж про секреты как раз обе карты. Они имеют одинаковый смысл. Поэтому, видимо, ну и вам все-таки не случайно, наверное, и 7 мечей выпала. 2 пишем, 3 в уме держим, мои дорогие близнецы, как будто так и для вас будет более правильно. Значит, как и люди нам могут встретиться разные, так и какие-то вопросы, которые мы не завершим, и нам придется, может быть, продолжать. Даже те, которые для нас, может быть, и неприятны. И в фокусе внимания какой-то наш приоритет держать. Дела, работа, бизнес. 3 мечей, но это всегда карта каких-то разочарований из прошлого. Это какая-то минусовая ситуация, которая нас ранила словно в сердце. Это было когда-то, а теперь словно мы приобрели богатый жизненный опыт, и нас теперь сложно на какую-то эмоцию вообще в принципе вывести. И по этой карте завершение будет скорее, или, может быть, и общение с подобным человеком, который вам доставил такие эмоции. Может быть, придется встретиться, может быть, что-то согласовывать. Или какие-то вопросы вам придется обсуждать, вполне вероятно, имущественные. Или, если, повторюсь, у кого-то суды, разбирательства, медиаторство, вы договариваетесь о чем-то, ну, вот, значит, это надо делать безэмоционально. О чем говорит карта? У нас эмоций-то тоже уже нет. Мы видим какую-то ситуацию очень здраво. И продолжать где-то в том духе. Самое главное, чтобы какие-то эмоции нам не помешали. И независимость свою мы тоже сохраняем. И не включаемся эмоционально в любой вопрос, если даже нас где-то пытаются ухватить за живое. Вот этот есть такой момент. Но как будто все-таки 3 мечей, нам карта говорит в первую очередь о том, что вот эти переживания из прошлого, они нас сделали более сильными, они где-то нас закалили, но они выпадают все-таки. И значит, либо ситуация какая-то еще не разрешенная, либо человек о себе вам может напомнить. А что у нас в финансах?
Ну, по королю кубков финансы вас порадуют, это однозначно. Для короля кубков как раз важны два момента. Любовь или отношения, или душевность какая-то. И деньги. Деньги, потому что дают ему материальный, как оплот, базу какую-то. Он должен себя чувствовать уверенно. И благодаря тому, что он имеет эту уверенность, он может себе позволить эмоции. Но если эти эмоции ему мешают принимать какое-то решение, он их словно спрячет вот в этот кубок. Вот такова энергетика карты. И в этом плане он как будто с двумя стихиями. То, что возвышенное и земное, он умеет вовремя как-то переключаться. И, кстати, очень правильно. И мы смотрим как раз с вами на деньги, поэтому нам можем думать, что с деньгами будет порядок, будет хорошее настроение, что-то нас под денежком точно порадует. Может быть, вы сумеете какой-то Гордиев узел разрубить. Или как-то вы тут Соломоново решение примете. Или договориться вы сумеете. Но есть определенно что-то со знаком плюс. Так и с деньгами это тоже порядок. У кого-то это могут быть вопросы, особенно в парах. Семейные вопросы и одновременно материальные, что-то вы будете обсуждать. Может быть, что купить или какие-то планы на будущее будете строить, потому что часто по кубковым картам двора проходят наши близкие люди. Что у нас в личной жизни? Ну, наверное, на всю неделю у нас взаимодействие какое-то предполагается. И знаете, что бы, наверное, на этой неделе не происходило, обратите внимание, мелкие достаточно в основном карты, которые говорят о действиях наших, но две персональные карты. У кого-то может проиграться ваша женщина, может быть, или ваша какая-то связь, которая тайная. Вполне вероятно. И вы не хотите афишировать о ней. Может быть, вы делаете какой-то выбор, с кем не остаться. У кого-то из вас и так может проиграться. Но даже если есть какая-то эмоциональная нестабильность, когда я не могу с чем-то определиться, значит, это тоже, мои дорогие близнецы, только на этой неделе, потому что двойка пентаклей нам уже говорит, проживи эту неделю, она обещает, кстати, тоже хорошее настроение и легкость на подъем. Но мы не относимся к чему-то серьезно, потому что нам обещают перемены. И карта в значении говорит, ничто так не постоянно, как перемены. Поэтому настраиваться на что-то такое основательно надежное на этой неделе как будто тоже не получится. Есть обстоятельства, которые меняются, или люди, которые могут изменить свое мнение, или еще какие-то тысячи могут быть неопределенностей. Но по этой карте очень хорошо отправляться в поездку, например, или вам могут предложить что-либо, могут предложить новую работу, могут предложить какое-то дело, которое вас вдохновит, и вам, может быть, это не касается работы, а может быть личной жизни, и вы начнете что-то планировать, вполне вероятно. По этой карте мы можем даже бизнес с нуля начать запросто. И как будто важно именно умение быстро переключаться с одного вопроса на другой. Это как раз по вашей части, мои дорогие. Так и где-то быть и, знаете, как мы говорим, поднялся, собрался, подпоясался, поехал. Быстро где-то себя так на что-то сориентировать и уловить какую-то возможность. Тут именно какие-то возможности тоже могут проходить. Ну и карта нам говорит о взаимодействии, дипломатии, и деньги мы не тратим. Как будто нам будет достаточно два пентакля. И здесь хоть вы и в паре, хоть вы один или одна, но даже если есть деньги, у нас говорят об этом карты, но не время для крупных трат. Есть какие-то еще, может быть, шероховатости, что-то не определено, что-то может по верховной жрице быть, так, знаете, в какой-то тени, нет какой-то в чем-то ясности. Мы можем искать эту ясность, и мы как раз найдем какие-то подсказки, потому что это нам помогает. В этом значении у нас карта лежит. Но не время для принятия каких-то, видимо, очень важных решений на этой неделе. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие близнецы.